При разработке шаблона наступает этап тонких правок. Часто требуется попробовать несколько вариантов доработки шаблона перед тем, как будет достигнут желаемый результат. Нередко данный этап правок сопровождается необходимостью многократного добавления и удаления слоев. Это в свою очередь приводит к необходимости полного перечитывания PSD-документа после каждой правки. В простейшем случае с одной ориентацией это не приведет к большим затратам времени. В случае же наличия нескольких ориентаций придется столкнуться с тем, что конструктор шаблонов не перечитает PSD, если в ориентациях различается количество слоев. Напомним, что для конструктора шаблонов слоями считаются группы в PSD-документе. В данном уроке рассматривается подход, позволяющий избежать полного перечитывания PSD и поддерживать одинаковое количество слоев в разных ориентациях в процессе правок. Давайте обратимся к нашему шаблону. Вы можете скачать его в материалах к уроку под данным видео. На этапе доработок мы решили прикинуть то, как будет смотреться наш почти готовый шаблон, если область вписывания перекрыть однотонными полупрозрачными слоями, каждый из которых будет иметь свою маску и блендинг. В процессе поиска оптимального решения мы попробуем несколько вариантов исполнения этих слоев. Исходя из художественного замысла, мы рассчитываем, что нужный эффект может быть достигнут с использованием 3 дополнительных слоев с различными блендингами, прозрачностью и тому подобным. Сразу подготовим себе пространство для работы, добавив слои с использованием меню, вставка, графический слой. Вставим сразу 5 слоев, так сказать, с запасом. Кстати, можно добавлять слои комбинации клавиш, которую вы сейчас видите на экране. Перечитаем наш PSD-документ. Отлично, наша обновленная структура шаблона перечитана, и теперь мы можем работать с уже существующими слоями, при изменениях перечитывая только измененные слои, а не весь PSD-документ целиком. Это существенно сэкономит время. Выберем ориентацию вертикаль и добавим поочередно в нее всю необходимую нам графику в соответствующие группы. Отлично, добавим блендинги, маски и настроим прозрачность для данных слоев, подобрав те настройки, которые дадут оптимальный результат. Теперь перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем только те слои, которые мы сейчас проработали. Отлично, как видите, слои обновились. Отсортируем тестовые юзер-фото по ориентации и попробуем обработать некоторые из них, чтобы проверить только что доработанную ориентацию. Результат получился удовлетворительным, однако можно его улучшить, сделав прозрачнее слой со светлым бликом и убрав слой с фиолетовым отливом. Вернемся в Photoshop, исправим прозрачность слоя с бликом. Отлично. В группе с фиолетовым отливом удалим только графический слой, оставив саму группу на месте. Это позволит сохранить структуру шаблона идентичной и не тратить лишнее время на синхронизацию в разных ориентациях. В конструкторе шаблонов перечитаем только измененные слои. Проверим получившееся на тестовом юзер-фото. Да, так стало действительно лучше. Вернемся в PSD-документ. Мы уложились в 2 слоя из 5. Удалим ненужные слои в данной ориентации. Задействованным слоям дадим подходящие имена. В другой же ориентации удалим все пустые слои и перенесем в нее уже готовые из проработанной ориентации. Поправим по месту все, что необходимо. Отлично. Перечитаем PSD-документ и обработаем несколько тестовых юзер-фото для только что подготовленной ориентации. Результат получился удовлетворительным. Показанная в данном уроке техника работы с заранее добавленными группами слоев без добавления и удаления групп в процессе работы позволит существенно ускорить работу над шаблоном и несколько облегчает процесс внесения изменений в шаблоны с несколькими ориентациями.
Следите за выходом новых видеоуроков. Мы желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.